Мне бросили вызов в Ice Bucket Challenge, и я принимаю его. Но только вот у меня есть несколько вопросов. Почему акция, направленная на то, чтобы обратить внимание общественности на проблемы бокового амиотрофического склероза, превратилась во флешмоб? Как испытание стало эстафетой? И кто на самом деле участвует в этом, чтобы помочь больным? Основной целью большинства, кажется, стал видеоролик на стене в социальной сети. Отсюда появляется вопрос, как далеко готовы люди зайти, чтобы обратить на себя внимание? И сколько льда нужно для того, чтобы подняться в глазах общественности? Если вы активно используете социальные сети, то знаете, что в середине 2014 года по миру прокатилась волна Ice Bucket Challenge – благотворительной инициативы по борьбе с БАС – боковым амиотрофическим склерозом. Таким болен, например, Стивен Хокинг. После постановки такого диагноза только единицы выживают дольше 5 лет. Придумал это испытание бейсболист Пит Фрейтс, сам страдающий этим недугом. Смысл в обливании ледяной водой с целью привлечь внимание к сбору денег и поиска лекарства. Заболевание пока неизлечимо. К слову, ведро ледяной воды выбрано не случайно. Ощущения напоминают судороги, которые испытывают больные БАС. For him to take a bucket of ice out here on the grounds of Fenway Park, it's so hard for him because he's not like the rest of us. Многие знаменитости поддержали эту акцию. Пит Фрейтс предложил следующее. Желающие поддержать благотворительную инициативу должны вылить на себя ведро ледяной воды, разместить запись в социальной сети и бросить вызов еще 3 людям. Те, кто участвовали в Ice Bucket Challenge, должны были пожертвовать $10, а те, кто отказались, 100. Благая цель к сентябрю 2014 была вполне достигнута. В филантропическую ледяную лихорадку оказалось втянуто огромное количество людей. Организация ILS получила более 41 миллиона пожертвований. Но эта часть как-то быстро забылась и превратилась скорее в веселый день Нептуна, ну или конкурс мокрых маек, кому как. И если знаменитости хоть как-то говорили о том, для чего они делают в своих видео, то сетевые активисты совершенно забывали, ради чего это было устроено. Я точно даже не знаю. Интересное новое молодежное движение. Закаляться, здоровье, я так предполагаю. Я участвовал в АТО Ice Bucket Challenge. Они вроде против борьбы со СПИДом. Ну, как бы драйв. Помочь каким-то людям. Там поддержка чего-то там, я не помню, какая болезнь. Деткам, онкобольным. Детям с синдромом Дауна или с раком, по борьбе с раком, что такое, я не помню. Больным раком, по-моему. Я участвовал только в песенном. Постепенно $10 на благотворительность превращались в суммы все меньше и меньше, но чаще вообще пропадали из общего уравнения. Главенство пожертвования потерялось, основным стало видео. Будь то оригинальный Ice Bucket Challenge, ведро для АТО, помощь в Красный Крест или любая другая разновидность, каждый ролик благополучно заливался в соцсеть. Сетевые активисты постили новые и новые записи о том, как все поддерживают эту акцию, какой отклик у масс она вызвала, какая это хорошая идея в форме флешмоба рассказать людям, кому нужно помочь. На самом деле это принцип испорченного телефона. Очень мало людей, которые проводили Ice Bucket Challenge на Украине, я вам скажу больше, в Европе и так далее, они не знали, зачем это проводится. Это просто было ради прикола. Короче, я знаю, что это такое. А миллионы людей просто не знают, что это такое вообще. Для них 3 буквы БАС, они вообще ни о чем не говорят. И, видимо, для большинства было гораздо проще потратить пару десятков минут на запись видео, что набрало бы больше просмотров, чем просто перевести деньги в нужную организацию. Не говоря о том, сколько воды было израсходовано, в то время как многие территории страдают от засухи. У меня знакомый как-то в 5 часов утра ехал очень далеко, чтобы облиться водой, просто потому что там красивый вид. То есть он просто так себе разбавил атмосферу и нашел повод выехать из среды обитания, в которой он привык. Для многих снять обычное видео было недостаточно. Все пытались быть оригинальными. Американский актер Чарли Шин посчитал ледяное ведро слишком простым заданием. В свою очередь, создатель мессенджера Quip Сергей Кравцов облился ведром ледяной воды, предварительно вылив в него бутылку виски Chivas Regal 12-летней выдержки. Шерлоку Бенедикту Камбербэтчу одного ведра со льдом показалось мало.
А профессор Икс Патрик Стюарт предпочел градус повыше. И если бы попытки выделиться этим ограничились, мы бы не могли наблюдать за сотней роликов провалов Ice Bucket Challenge. Бесчисленные падения, удары, ушибы набирали по несколько миллионов просмотров. Видимо, тут уже исходили из принципа «что вышло, то вышло», just for fun. Ice Bucket Challenge там получилось просто как мода. Тут уже это не совсем, может, даже и флешмоб, это мода на это действие. И, увлекло. Все, что имеет благие намерения, каким-то образом иногда выветривается его пафос и содержание, иногда в коммерцию, иногда просто в развлечение. Тут ничего не поделаешь. С точки зрения того, что задумалась как благотворительная акция, тут получилось немножко не то. Впрочем, интернету не впервой забывать об истинной миссии вирусных флешмобов. Например, в 2012 году все, то есть буквально все в социальных сетях делились видео Кони. Очень немногие знали, кто такой Кони, куда нужно жертвовать или что такое организация Invisible Children. Если кто-то и знал, что Джозеф Кони – лидер партизанского движения Уганды, который использовал детей в качестве солдат и сексуальных рабов, а целью акции был его арест, вникнуть в историю глубже соизволили единицы. И еще пример. Кажется, сейчас уже никто не вспомнит, что изначально Харлем Шейк был призван обратить внимание общественности на проблемы больных эпилепсией. Если кто не знает, в самом первом ролике больной эпилепсией норвежский солдат падал в припадки на заснеженном плацу, породив в интернете массу пародий. То же самое со знаменитым танцем Gangnam Style. Поскольку малая часть пользователей соцсетей знает корейский, слова из клипа прошли мимо их ушей. На самом деле автор песни обращался ко всем зрителям с просьбой обратить внимание на проблему загазованности мегаполисов, предлагая в качестве альтернативы машинам использовать езду на лошадях. Танец стал дико популярным, но мало кто из исполняющих его пересел из-за руля в седло. Очень мало было информации, никто не хотел интересоваться причиной. То есть это проходила внутриамериканская акция. И она как вирус распространилась по всему миру, естественно, по дороге потеряв смысл. Не потому, что люди-то плохие, а все-таки потому, что несовершенна коммуникация сама по себе. Сегодня более 300 тысяч человек живет со смертельным диагнозом БАС. За время проведения акции Ice Bucket Challenge в социальные сети было загружено около 5 миллионов видео. Конечно, точно неизвестно, сколько людей отказалось участвовать и кто какие суммы переводил, но в результате организация ALS получила почти $100 миллионов. Сумма внушительная, но даже она не гарантирует, что лекарство будет найдено. А если бы каждый человек следовал условиям акции, шансов было бы гораздо больше. В итоге только от нас зависит, во что превратится наша мораль. Нам нужно постараться изменить бездумное отношение к миру и перестать мнение окружающих ставить выше общечеловеческих принципов. Я бросаю вызов всему обществу в целом и каждому человеку лично.